Плохо, плохо, плохо. Очень плохо. Быстрее надо шевелиться. Я тебя трижды мог уколоть. Извини, Сан Саныч, я задумался. Плохие новости. Вот это? Да, заболела бабушка. Не знаю, встанет ли. Надо ехать домой. Не делай глупости. Ты прекрасно знаешь, там тебя убьют. Рустам, Сан Саныч, на репетицию. Директор ждет. Идем, идем. А почему обязательно убьют? Столько лет прошло, они уж забыли. 100 лет пройдет, а они будут помнить. Это ты забыл, что такое кровная месть. Сан Саныч, не пугай себя. И меня не пугай. Кровная месть. Кавказ уже не тот. 20 век на носу. Чем ты можешь помочь старухе? Ты же не врач. Не знаю. Поцелую руки, пока они еще теплые. Она мне как мать была. Она мне жизнь спасла. Неустрашимый кабальера Дон Родригес и неуязвимый индийский факир Бабу Сингх. Если ты уедешь, хозяин нас обратно не возьмет. Не пропаду. Рустам, я твой партнер и твой друг. Неужели ты... Хватит, ребята, директор услышит. Не дергайся, Сан Саныч. Ухо к доске приколю. Уеду сегодня же. А зачем столько барахла? Потому что я еду с тобой. Без меня ты пропадешь. Тебя каждый может обидеть. Куда брать билеты? Билеты возьмем до Владикавказа.
Оттуда по военно-грузинской дороге в Тифлис, оттуда поездом до Баку, а дальше опять на лошадях. Ну, присядем перед дорогой. В степях и в горах, и в лесах, где хлеб человечески труден, растили в поту и в слезах и хлеб, и детей своих люди. Свои были все на счету, и тесно соседом на свете, и каждый свою нищету враждой вымещал на соседе. Взорвавшийся порох не гасит слеза, и снова под дулом немое. А кровная месть, словно пуля слепа, но чует, где сердце живое. И снова в прицеле не видно лица, а значит убийству конца. В лесах и в горах и в степях, где пот человечески солон, верша самосуд в торопях, прощения считали позором. И кровь истекала из жил под мертвенным взглядом созвездий. А тот, кто был жив, тот не жил, тот ждал за возмездие возмездий. Взорвавшийся порох не гасит слеза, и слово под дулом немое. А кровная месть, словно пуля слепа, но чует, где сердце живое. И снова в прицеле не видно лица, а значит убийству конца. В лесах и в степях и в горах слепые губили незрячих, но кто-то отринул свой страх, прозрел и решил жить иначе. Он первым ружье опустил, промолвив мир вашему дому. Он первым другого простил, но ясно ли это другому? Там за горами мое село. Арбузы, арбузы, отличные арбузы. Посмотри, какой хороший арбуз. Арбузы, хорошие. Посмотри, какой хороший ковер. Посмотри, какой хороший. Пишу круглым почерком, пишу по-персидски, по-арабски, по-русски, пишу прощения, жалобы, письма любви. В первый раз я попал сюда, когда мне было 7 лет. Этот городок представлялся мне огромным, самым большим в мире. Мне казалось, что я попал на праздник или в сказку. Прошу прощения. Да, давно это было. Я еще тогда не знал, что увижу Москву, Петербург, Варшаву. Лошади будут через час. Я просил, ругался и 5 рублей предлагал. Тогда присаживайся, будем ждать. Не надо тебе сидеть здесь у всех на виду. Пойдем в чайхану. Ты что, боишься за меня? Да нет здесь моих кровников. Посмотри, никому нет дела до нас. А этот писец? Почему нас обо всем расспрашивал? Я не знаю, и ты не знаешь. Не хочешь в чайхану? Пойдем в цирк. Может быть, знакомых артистов встретим. И не упрямся. Я приехал сюда, чтобы тебя охранять.
Идем, идем. Дамы и господа, да-да, я не оговорился. Здесь, конечно, в закрытой ложе, как подобает мусульманкам, присутствуют дамы. Это большая победа нашего литературно-музыкального кружка. Куда я тебя привел? В нашем городе, увы, нет пока театрального помещения. Поэтому мы вынуждены арендовать цирк господина Аганезова. Будьте снисходительны к нашему первому опыту. А сейчас вы увидите и услышите сцену из легенды о несчастном Меджнуне и красавице Лейли. Bu dağlarda maral gezer, bu dağlarda maral gezer, tellerini darar gezer, tellerini darar gezer. Красивая девушка. Только уж очень высока. Это не девушка, это мужчина. Женские роли у нас играют только мужчины. Kızıl gülü olmayaydı, saralı ben solmayaydı. Bir ayrılık bir de ölüm, hiçbirisi olmayaydı. Bir ayrılık bir de ölüm, hiçbirisi olmayaydı. Bir ayrılık, bir de ölüm, hiçbirisi olmayaydı, hiçbirisi olmayaydı, Hiçbirisi olmayaydı, hiçbirisi olmayaydı. Шапку снимите, пожалуйста. Шапочку снимите, сударь. Часть связь. Прошу вас, извините моего друга. Он не знает наших обычаев и не хотел оскорбить вас. То есть счастье, что я люблю музыку больше жизни. Вот. Но когда кончится представление, я с тобой рассчитаюсь. Об этого заморыша не хочу марать кинжал. А тебя я убью. Продолжай. Прошу тебя. Ты теленок. Один удар ногой в челюсть, и его унесли бы на носилках. Это Кавказ. У всех горячие головы.
Ну, пошумели и разошлись. Человек пришел слушать музыку, а ты его ногой в челюсть. evini eşk harap etmededir. Yine tövbe evini eşk harap etmededir. Я так и знала, что ты придешь. Да не бойся, Теймур. Она слепая и глухая. Да? Тогда зачем она ходит в театр? Меня сторожить. Она мне тетка. Слушай, а ты не боишься? Если отец увидит, он не знает, что с нами сделает. А что сделает? Убьет и меня, и тебя. Видишь, смотрит. Пускай бы в самом деле убил. Я такая несчастная. Ну зачем ты так говоришь? Ласточка моя, звездочка моя. Несчастный, самый несчастный из всех. Я уже старая, мне 19 лет, они хотят меня замуж отдать. Замуж? За Мардана Азизоглу, он такой дурачок, на палочке ездит, как маленький. Ну почему? Почему за такого? У его отца много денег, еще больше, чем у моего. Как называется твое селение? Да, Шалты, Завтра же поеду к вам, к твоему отцу. Буду свататься. правда, поезжай. А может, отдаст за тебя? Ведь ты меня опозорил. 3 раза видел с непокрытым лицом. Телли, ты здесь? Здесь я. А там кто? Никого нет. Не кричи. Я не глухая. Сама вижу, что никого нет. Мне пора на сцену. До свидания, любовь моя. Где они? Сели в пролетку Джафарага, уехали в горы. Друг мой, зачем ты бьешь лошадей? Может быть, в своей прошлой жизни они были достойными, уважаемыми людьми. Ты слыхал о переселении душ? Куда спешат? Зачем гонятся? Это за нами гонится. Быстрей! Кнутом и кнутом! А если в прошлой жизни они были достойными людьми? Не были. Лентяи были, лентяи и останутся. Пошел! Пошел! Переедем мост, а потом сожжем его или взорвем. Было б чем. Стой! Стой, говорят тебе!
Куда? Что это с ним? С ума сошел, что ли? Будем землю пахать. Нашел время. Пошел! Держись! Крепче держи! Эй, подожди! Возьми это! Дарю! Скорее. Скорее. Быстрее. Все. Шакалы и дети шакалов! Все равно вы покойники! Нет той норы, куда вы от меня скрылись! Найду и убью! Вы знаете, кто это был? Нет. Джафар Трехглазый. Бег? Зачем бег? Пастух. Ночной пастух. А мы все его бараны. Кого хочет острижет, кого хочет зарежет. Понятно. Разбойник и вор. А ты не боишься, что был с нами? Чего мне бояться? С вами я боюсь. Без вас тоже боюсь. Простому человеку всегда надо бояться. ياسين صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون بالصلوات zikrediyor. Allahümme salli ala Muhammed. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا سيما المرحومة المعلومة المغفورة بجاه محمد وآله وبحق حرمة السورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على Спасибо вам. Ты, наверное, очень добрый человек, если платишь по чужой старухе. Allahu Azimüşşan sizi ve sizin kimleri hifz eylesin inşallah. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Нет, Ахунтага, она мне не чужая. Я ее внук Рустам, сын Аликпера. Сын Аликпера? Это тот, который не отомстил, убежал как трус? Фу! Дальше бурить нет смысла. Я не хочу, понимаете, я не хочу зря тратить ваши деньги, господин Велибеков. Сколько потратил, а теперь жалеешь. Всю землю мне ископал, как барсук. А теперь нет смысла. Давай так, господин Петров. Я тебе найду деньги, а ты найди мне, пожалуйста, нефть. Я же предупреждал, господин Велибеков. С самого начала я говорил, не похоже, чтобы здесь была нефть. Но вы настаивали. Не похоже, не похоже. В Баку похоже, а у нас не похоже. У Тадиева есть, у Надиева есть, у Нобеля есть, у Ротшильда есть. Только у меня нет. Чем я хуже других? Я культурный человек, я сторонник прогресса. Извини, Бек, там к тебе пришли, городской человек. Говорит, важное дело. Подождет. Очень прошу тебя, постарайся. Я совсем банкрот, разорился в конец. Одна надежда на эту нефть, будь она проклята. Да пошлет нам ее Аллах. Неужели нет хоть немножечко? Ну откуда тут нефть? Где-то горы, понимаете, горы. Хотя есть один участок. Тоже весьма проблематично. Но все-таки тут и место поровнее. Горячий ключ бьет из-под земли. Благоприятные признаки. Горячий ключ, говоришь? Копай.
Сверли, не бойся. Там нет хозяина. Умерла старуха Хадиджа. Уже похоронили. Извини, Бек, хозяин есть. Вчера приехал. Кто такой? Рустам, сын Аликбера, внук старухи. Приехал. Кто его звал? Кто ему рад? Ничего, господин Петров. Будем копать. Это дело я как-нибудь улажу. Раньше она воду пила из горячего ключа. И это ей хорошо помогало. Ты ведь помнишь, у вас из земли бил горячий ключ? Нет, забыл. Да. Потом и ключ перестал помогать. Лежала она, молчала. Только про тебя и спросит. Лечили мы ее. Шафрану спину натирали, чтобы злых духов прогнать. Но они оказались сильнее. Да. Ну вот, и твой дом. Если что надо, позови. Спасибо. Когда меня увозили, бабушка плеснула воды на дорогу. Это у нас такой обычай, чтобы путь был легким, а возвращение скорым. Вот ты и вернулся. Где же мальчик, тот глазастый, где ты, отзовись? Ну, скажи мне, тихо здравствуй, я ведь шел к тебе всю жизнь. Отстает в дороге детство, в этом нет его вины. Оставляет детство в сердце теплый свет своей весны. И напрасно стужа века нас не раз еще пронзит. Не задуть ей сердце света, свет в нем детство сохранит. Где же мальчик, тот глазастый, где ты, отзовись? Ну, скажи мне, тихо здравствуй, я ведь шел к тебе всю жизнь. Отстает в дороге детство, чтоб дорогу дать судьбе. И одно есть в мире средство — возвратить его себе. Будешь верен детству строго, сбережешь в душе росток, и вернет тебе дорога твой исток и твой порог. Где же мальчик, тот глазастый, где ты, отзовись? Ну, скажи мне, тихо здравствуй, я ведь шел к тебе всю жизнь. Эта дверь не запирается? У нас дверей не запирают. Это плохо. Ты видел, как они тебя здесь встретили?
твоих руках мое горе и мое счастье. Отдай за меня свою дочь, Бек. Так. А почему сам просишь? Некого прислать сватами? Я хоть и сирота, и не так знатен и богат, как ты, Бек, но сватов нашел бы, а пришел сам, потому что боялся опоздать. Я ведь знаю, ты хочешь отдать ее за дурачка Мардана. Значит, он дурачок, а ты умный. Но понимаешь ли, от зятя мне нужен не ум, а деньги. Ума мне и своего хватает. И вообще, откуда ты взялся? Я тебя первый раз вижу. Нет, не первый. Ты меня видел вчера в театре. Я певец. Ты играл Межнуна? Не обманывай меня. Я играл Лейли. Неправда. Лейли была без усов. Неужели ты забыл мужскую гордость? Спрятал свои усы? Или, может быть, ты эти усы приклеил? А ну-ка, подойди-ка сюда. Подойди сюда, проверим. Дернем тебя за ус. Бек, ты человек просвещенный. И знаешь, конечно, что такое театр. Можно играть женщин и оставаться при этом настоящим мужчиной. А можно отрастить вот такие усы и быть трусливой бабой. Он еще будет оскорблять меня в моем доме. Пошел вон, паршивец. Дочь ему отдай. Да я тебе гнилую сливу из моего сада не отдам. Убирайся, а то прикажу своим люкерам. Они с тебя штаны спустят, нагайками выпарят. Прикажи! И еще сам им помоги. Тогда увидим, кто здесь настоящий мужчина. В нашем роду трусов не было. Люди помнят моего отца Машада Аббаса. И моего деда Маммед Али ты, наверное, тоже помнишь. Отца приплел, деда приплел, бабушку еще приплети. Постой. А ну-ка, иди обратно поговорим. Иди. Не о чем нам говорить. Постой. Какой горячий. Обиделся. А что я сказал обидного? У меня товар, ты покупатель. Надо поторговаться. Так делаются дела. Так значит, ты сын нашего незабвенного Машада Аббаса. А ты знаешь, что у него был двоюродный брат Гусейн? Твой дядя. Слышал. Его убили, когда я еще не родился. Кто убил? Я не помню. Он не помнит. Его дядю застрелили среди белого дня, он не помнит. Аликпер застрелил, Аликпер отец Рустама, а этот Рустам... Прости меня, Бек. Какое это имеет отношение... Сейчас поймешь. Этот Рустам когда-то сбежал отсюда, а вчера вернулся. Наверное, думает, что не осталось его кровников. Вот теперь докажи, что ты мужчина. Пойди убей его и отомсти за дядю Гусейна. Да подожди, Бек. Это же старый обычай. Да его сейчас никто не помнит. И Рустама этого я не знаю. И дядю Гусейна никогда не видел, мир его праху. Теперь я вижу, какой ты храбрец. А кричал: съел я сердце льва, никого я не боюсь. Говорю тебе, как старший, в нашем уезде этот обычай не забыли. Иди получи с Рустама плату за кровь. Вот когда убьешь, прислай сватов. Отдам тебе Телли. Теймур, надежда моя, я все слышала. Иди убей этого чужого старика и поскорее возвращайся. Так этот несчастный еще и старик? Ладно. Пойду и убью. Я глаза обучаю свои, злому взгляду во имя любви. Приучаю ладонь, не дрожа, обнимать рукоятку ножа. Так решили любовь и судьба, им не я и никто не судья. Думай не головой, а руками, думай не головой, а руками, а обстоятельствам нет никаких. Ведь недаром и кровь, и любовь, ведь недаром и кровь, и любовь рифмовали поэты веками. Или, может, писали стихи дураками?
Или наша любовь недостойна стихов? Никогда за презренный металл я б из ножен клинок не достал. Был я добрым среди добрых людей, но судьба не велела: убей. Если с ней и любовь заодно, значит, кровь мне пролить суждено. Думай не головой, а руками. Думай не головой, а руками. Обстоятельства мне прикослов. Ведь недаром и кровь, и любовь. Ведь недаром и кровь, и любовь рифмовали поэты веками. Или, может, писали стихи дураками? Или наша любовь недостойна стихов? Мир жесток, только я не виной. Этот мир создавался не мной. Все, что в жизни прекрасного есть, стоит жертв и вовек их не счесть. Так решили и жизнь, и любовь, что расплата за них чья-то кровь. Думай не головой, а руками. Думай не головой, а руками. Обстоятельства мне не коснусь. Ведь недаром и кровь, и любовь. Ведь недаром и кровь, и любовь рифмовали поэты веками. Я сам открою. Кто там? Это пришла твоя смерть. С кем имею честь? Я твой кровник. Защищайся. Ну? Кто был прав? А ты говорил, нам некого бояться. Защищайся! Молодой человек, что вы против меня имеете? Ведь мы с вами даже не знакомы. Заходите в дом. Выпьем чай, побеседуем. Не кажется ли вам, что кровная месть – анахронизм? Бессмысленный и дикий обычай. Чужой обычай, перешедший к нам от недобрых соседей. Мы, азербайджанцы, мирный, разумный народ. Тут, согласитесь, не Сицилия, не Корсика. Тут... Не хочу слушать! Умри! А теперь все-таки пойдем в дом, выпьем чайку и поговорим. Ты потерял хватку, Рустам. Надо было сразу сломать ему руку или коленную чашечку. А ты возился. Зачем так долго мучить человека? Я бил не сильно, боялся, что убью. Ты меня убил. Все равно, что убил. Я этого позора не переживу. Не расстраивайтесь из-за пустяков, дорогой мой. Ну, подумаешь, я оказался сильнее. Хотите, Сан Саныч научит вас? Случай научит, на каком дереве мне повеситься. Как теперь жить? Меня будут тыкать пальцами. Говорить, вот идет Теймур, который изображает на сцене женщину. Один раз надо было изобразить мужчину. И то не смог. Ну, конечно же. А я-то думаю, где я его видел. Вы талантливый артист, талантливый. Говорю это как товарищ по искусству. Но в этом ваша беда. Сейчас попробую объяснить. Вы играете женщин, поэтому хотите доказать всему миру, что вы мужчина на 200%. Со мной было нечто подобное. Я ведь не отомстил за отца. Чтобы доказать, что я не трус, я научился стрелять без промаха, метать ножи и бороться, готовил себя к будущей мести. А когда вырос и поумнел, понял, что, отняв чужую жизнь, не сделаю свою счастливее. Тот ищет проку в замысле преступном,
А этот счастье силой взять решил. Но зеркала приставлены к поступкам. К тебе вернется все, что совершил. Недобрый взгляд, такой же взгляд встречает. И на лету наткнется нож на нож. Как эхо тем же словом отвечает. Так в жизни, что посеешь, то пожнешь. Что посеешь, то пожнешь. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу назло добро всегда к добру. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу назло добро всегда к добру. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу назло добро всегда к добру. Неужели ты думаешь, что я злодей? Я согласился убить тебя, чтобы за меня отдали дочь Бека, Телли. Эту девушку я люблю больше жизни. Только поэтому согласился. Печальные новости, Бек, он его не убил. Почему? Что случилось? Ничего не случилось. Сидят в доме Рустама, смеются, разговаривают, как будто друзья. Бедный Теймур. Болтун Теймур. И такой человек приходит свататься к чужой невесте. С удовольствием бы вам помог. Но позволить убить себя, чтобы за вас отдали дочку Бека, это было бы слишком. Ее все равно не отдали б. Тебя обманули. Как обманули? Как маленького. Ее выдают за какого-то Мардана. День свадьбы уже назначен. Я слышал это утром у колодца. Повтори, что ты сказал. Хорошо. Могу повторить. Только от повторения горькое не становится сладким. Ее выдают за какого-то Мардана. День свадьбы уже назначен. Я убью их! Я убью их! И Мардана убью, и Бека убью, и себя тоже убью! Перестань, Теймур, успокойся. Что я могу сделать? Что я могу сделать один? Украсть ее? Не могу! Нет у меня здесь ни коня, ни друзей! Что я могу сделать один? Сан Саныч. Выйдем на минутку. Давай поможем. Жалко все-таки. Ты себя пожалей. И вообще, чем скорее мы отсюда уедем, тем лучше. Только этого не хватало. Воровать чужих невест. Ну, конечно, конечно. Дикий обычай. Ты совершенно прав. Но с другой стороны... И с другой, и с третьей. Это не наше дело.
Ну, не наша, не наша. И все-таки. Тебе уже пора жениться, понимаешь? Ты уже жениться должен, понимаешь? Ты взрослый человек, ты должен создать семью. Понимаешь? А зачем создать семью? Не хочу. Как это не хочу? Ты должен жениться, как каждый мужчина. Скоро у тебя свадьба. Не хочу свадьбу. Не хочу. Некрасиво говоришь, не хочу свадьбу. Ты же мужчина, ты должен жениться. У тебя будет жена красавица. Будешь ее обнимать, будешь целовать. О, как хорошо, небесная радость. Не хочу, не хочу, не хочу. Ты неправильно объясняешь. Вот сейчас я ему все объясню. Посмотри, мой маленький, что мамочка тебе принесла. На, вот попробуй, красивый ты мой. Ну, вставай, вставай, ты мой хороший, на. Вот послушай, что я тебе скажу. Девушки тебя обижают, над тобой смеются, обзывают тебя. А теперь ты женатым станешь. А со своей собственной женой все, что тебе хочется, можешь сделать, мой золотой. Ругай, бей, за косу по полу таскай. Ну как, нравится? Хорошо, буду жениться. Ах ты мой умненький. Ну, что я тебе говорила? Ничего, ничего, женится поумней. А ты на мне женился поумнее? Кто во всех делах основое догадался сделать новое, тот сегодня небывалыми заправляет капиталами. Нищих умников с дипломами я домой пустил с поклонами, но с порога молвил строго я: все меня основ не трогая. В остальном война отсталому, древнему и бестолковому, чтобы с этих пор по-новому оставалось все по-старому. Между прочим, служит даром мне граммофоне хор с певицею. Я за новые традиции, но чтоб содержание старое, в остальном война отсталому, древнему и бестолковому, чтобы с этих пор по-новому оставалось все по-старому. Ай Аллах, не пошли прогресс дела. 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 Ну, доченька, готовься к свадьбе. Через 3 дня увидишь своего жениха. Теймура. Этого имени при мне не назвай. Паршивый трус. Он меня ограбил. Ты выйдешь замуж за Мардана. Пожалей меня, не отдавай. Неужели ты меня совсем не любишь? Зачем ты так говоришь? Кто я, зверь? Зверь отдавал бы тебе за Мардана и смеялся. А я не смеюсь. Видишь, я вместе с тобой плачу.
Клятвочка мною будет выдана, за кого мне будет выгодно. И жена лица подробности спрячет за содру по скромности. В остальном война отсталому, древнему и бестолковому, чтобы с этих пор по-новому оставалось все по-старому. Легко сказать, украду. А как украсть? С невесты глаз не спускают. Стерегут, как царскую казну. Невеста сейчас сидит у свахи в заперти. Это для нас плохо. Завтра ее повезут в дом жениха. Это для нас хорошо. Но будет большая охрана с ружьями и револьверами. Это плохо. Но, правда, только у нукеров, у телохранителей будут настоящие заряды, у остальных холостые. На свадьбе так полагается, чтобы друг друга не перестреляли. Друг друга? Почему? Есть такой обычай. Когда невесту везут к жениху, впереди кто-нибудь несет разукрашенную ветку. Шах называется. На ней пряники, конфеты, разные фрукты. Это интересно. Везут эту ветку, а удальцы, друзья жениха, подлетают и на всем скаку стараются сорвать яблоко. Тот, кто сорвет, получит большой подарок. Но сорвать нелегко. Он сорвет, а ему, бедняги, так намнут бока, что долго помнить будет. Любопытный обычай. Это для нас очень хорошо. Как жаль, что я не ветерок, твоих бы я коснулся щек. Но ветерок бы вряд ли смог быть верен мне, как ты, мой милый. Как я завидую лучу, он к твоему приник к плечу. Луч нежен, да, но я шепчу. Твоя рука нежней, мой милый. Наша любовь, цветок среди снегов. Снега ведь никогда не понимают, что растают. Но для цветка весна сметет снега, а без весны ведь никогда цветы не расцветают. Не бойся, я с тобой.
Подходит мне эта борода. Ты думай о другом, чтобы она не отвалилась. Тореадор, смелее в бой. А мне больше нечего надеть. Не скакать же по горам в сюртуке и панталонах. Смотрите, что я нашел в реквизите. Петарды. А для чего это? Как говорят у нас в Индии, умный не спрашивает. Умный сам постигает сущность вещей. Пойду седлать лошадей. Он правда из Индии? Какое там? Был матросом, попал на Восток, там научился разным интересным вещам. В цирке любят иностранцев. Вот он и говорит, что индийский факир. Надоедливый. Тебя учит, меня учит. А сам-то что-нибудь может? Кое-что может. Удачи! Удачи! объясню. Эй, люди, куда вас понесло? Возвращайте! У нас невесту украли! Ах, молодец. Не знаю, откуда тут взялся мексиканец, но молодец. Так жаль было девчонку. Тимур поскакал другой дорогой. Вперед! Туда ехали, за ними гнались. Оттуда едут, за ними гонятся. Какая интересная у людей жизнь. Бросай петарды! Чего вы боитесь? Это фу, ерунда, фейерверк. Я такой 100 раз видел. Поезжайте вперед сейчас же. Ах, проклятые. Чума на них на всех. Ну вы же видите, люди, со мной ничего плохого не случилось. Погоню! Вперед! Быстрее! Быстрее! Не хочу я, Пойдем, мама, не пойдем ты, поеду. Вирджиния, как же без тебя? Без тебя не обойтись. Пойдем, смотри, какой замечательный конь. Вот и догоняй невесту. Идем, ну идем же, Не идем. хочу я. Ой, Не боже хочу, мой. не хочу. Ты опять за свое? Я же тебе, болвану, объясняю. Невесту украли у тебя. Понял? Украли? Кому такое добро нужно?
Если бы он меня попросил бы, я бы сам ему отдал бы. Или на что-нибудь сменял бы. Горе мое! Молодец. Спасибо. Давай, гони, гони, пошла, пошла. Давайте, давайте. Нет дороги, поедем по склону. Если бы у нас были не кони, а козы, можно бы попробовать. Ты, наверное, устала, радость моя. С тобой я готова ехать хоть на край света. По-моему, он уже близко. Скачем, скачем. Поскакали! Вперед! На 3 конях мы от них не уйдем! Пропадем все 4! Где они? Где? Где-то здесь прячутся! Они уже наши! Так чего вы зеваете? Окружайте поселок! Вот она! Телли! Доченька! Трусы! Овечьи шкуры! Они ее отдали! Телли, доченька! Они с тобой ничего худого не сделали! О! Бейте его! Убейте его! Убейте его! Не трогайте меня! Я иностранец! Я индус! Я подданный его высочества Махараджи Хайдарабада! Не надо. Не трогайте его. Все-таки иностранец. Отправим мерзавца в тюрьму. Хватайте! 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 Воры! Разбойники! Не уйдете! Губернию поставлю на ноги, полицию, жандармерию, армию! Ничего не пожалею! Последний грош отдам, но вас негодяй поймать! Завтра же вас ко мне привезут! Завтра же! Живыми или мертвыми! Мертвых привезут! Мертвых! Вот этой рукой им голову отрежу! Зло любит жить роскошно и удобно. Добру и в этом далеко до зла. Но даже в смертный час добро способно дарить надежды и рождать дела. Добро найдет нас в трудную минуту, придет, когда его уже не ждешь. Ты сам спеши добро нести кому-то, ведь что посеешь в людях,
Что пожнешь, что посеешь, то пожнешь. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу назло, добро всегда к добру. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу назло, добро всегда к добру. Так повелось в миру, так всем нам повезло, что в жизни злу назло, добро всегда к добру.